Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Второй расклад. Что по судьбе? Что произойдет в событиях до конца мая 2025 года? Давайте с вами узнаем. Узнаем, как меняется ваша реальность и с чем это будет связано. Возможно, правда какая-то откроется или неожиданно информация придет. Словом, куда вас заведет судьба? Знаки судьбы как подсказки. И мы достанем 3 карты. И попробуем прояснить, что же вам хотят передать высшие силы или как они видят продолжение ваших намерений и поставленных целей. Возможно, вам придется принимать по некоторым вопросам важные решения, чтобы жизнь началась с правильной ноги. Но у нас время мая, до конца мая, доброе время, добрая энергия, доброе небо, надо сказать. Конец мая, как и июнь месяц, для нас более позитивный период. И подробно я не останавливаюсь для тех, кому интересно. Я оставлю ссылку в описании под видео на свой сайт «События до конца 2025 года». Так и называется статья. И энергия июня и энергия июля во многом будут формировать наше отношение к жизни или где-то в каком фарватере жизненном, что мы изберем, в чем мы будем двигаться, или как вот эти энергии планетарные оказывают влияние на вашу жизнь. Мы же идем вперед, у нас сегодня Таро снов. Это та ментальность или те наши внутренние секреты, возможно, которые мы бы хотели осуществить, но не говорим никому. И я могу допустить вторая половина мая и продолжение на июнь. Какие-то новые возможности в реализации могут нам открыть. Давайте зададим первый вопрос. Что вы вычеркнули из жизни, а оно вернется? В чем вы могли поставить точку, а оказалась запятая? Какая правда откроется? И 3 знака судьбы. И первый знак судьбы – куда заведет судьба? Второй знак судьбы – что вам хотят передать высшие силы? А третий знак судьбы – какие возможности перед вами открываются? Что же вы там могли вычеркнуть? Вы знаете, вы где-то могли расслабиться по финансам, вот правда, тут даже... Или, может быть, могли расслабиться по взаимоотношению с конкретным человеком. Вам казалось, вы достигли взаимопонимания. А по финансам вам, может быть, казалось, что ну вот теперь какая-то ситуация будет более стабильным. А вот этого не происходит. Или не произошло. И вам приходится как где-то лавировать, может быть, в контактах с конкретным человеком или между людьми. Но и по финансам где-то быть более прижимистому. Или вы думали, что, к примеру, была какая-то затея себя или свои силы, свои навыки, свои таланты раскрыть в конкретном деле. Потом, и, может быть, был даже интерес, но потом сложились какие-то обстоятельства иначе. Может быть, другие интересы вышли на первый план, и вы забыли вот об этом намерении или вашей цели. И теперь складывается такая ситуация, что именно это и возвращается как способ заработать деньги или способ самореализации, или начать какой-то все-таки проект, который был в вашей ментальности, но вы все никак к этому не могли подступиться. А здесь словно вы можете сказать «пора». И не потому, что вы бы этого как-то очень хотели, а именно обстоятельства могут так сложиться, потому что есть некоторые противоречия либо с конкретными персонами, да, но и вас это не устраивает, хочется больше свободы в конечном итоге, ведь это всегда недостаток. Недостаток, как и взаимопонимание по 5 пентаклей, то же самое и по финансам. Поэтому ограничения нам приносят, когда мы друг друга не поняли, или, может быть, мы никогда не согласимся с конкретным человеком, но мы вынуждены какое-то время с ним контактировать или находить этот баланс, может быть, именно вынуждены. Нам это может надоесть, нам может захотеться свободы. И значит, тогда подумать, каким образом освободиться от тех отношений, которые меня совершенно не устраивают, и что-то подобное по деньгам, как быстрее выйти из какого-то финансового минуса. Но вот достатка должно быть явно больше, поэтому вас словно
Судьба оборачивает немножко назад, пересмотреть то, что ты когда-то либо думал, либо были какие-то задумки, может быть, вы уже с кем-то даже беседовали по поводу чего-то подобного в концепции взаимоотношения и деньги. И вот теперь эта ситуация снова вернулась. И вроде как время опять принимать важные решения. Давайте мы узнаем, в чем вы поставили точку. Оказалось многоточие. Добрые дела наспех не делаются. Знаете, вы могли даже какой-то проект попробовать. Смотрите, правда, деньги тут в центре внимания. И вы могли попробовать какой-то проект или поучаствовать в чем-то, убедиться, что наскоком какое-то дело, может быть, не получается, или для решения данного вопроса, или пусть это что-то более такое на длительную дистанцию, как ваш проект. И для этого тоже требуется время. Вот именно время. Ведь пятерка это когда тут, ну, как-то так побыстрее будем говорить, да. И, ну, есть вот поговорка: поспешишь, людей насмешишь. И то, что быстро, оно не складывается в надежное что-то. А вот по семерке пентаклей здесь наоборот. Да, здесь дистанция, своего рода марафонский забег. Но и карта говорит, что настанет время, и ты соберешь плоды труда своего. Поэтому тут есть смысл что-то продолжать, но совершенно в новом ключе. Здесь это как, знаете, мы посадили зерна в землю и ожидаем, что вырастет денежное дерево. Но это дерево, оно требует ухода, оно требует внимания, чтобы вы за этим ухаживали, и одновременно вашей настойчивости, веры в собственные силы. Ну, есть какая-то финансовая, может быть, ситуация, я вижу в первую очередь финансовую, потому что вас именно через деньги, денежная энергия вас побуждает к каким-то действиям. Но обе эти карты не говорят о том, что вы с места в карьер. До конца мая вы все равно остаетесь в каких-то своих энергиях. Но, мои дорогие рыбы и рыбки, явно вам нужно с чем-то определиться. Настроить, я бы даже сказала, себя. И посмотрите, десятка кубков. Что прояснится или какая правда откроется? Это карта семьи, это карта взаимодействия с близкими. И, надо сказать, здесь нам изображен Марс в вашем знаке рыбы. Очень символично. Это как символ ваших желаний, намерений и целей, которые вы можете осуществить, но в каком-то совершенно новом ключе. Для кого-то из вас, если прояснится, тут может проясниться какой-то вопрос по части ваших взаимоотношений, может быть, и информация от родственников, далеких родственников, может быть, и от друзей, которых вы знали, может быть, это и как ваша личная жизнь, взаимодействие с вашим любимым человеком, вы будете строить планы, или вы уже что-то хотите изменить. Все-таки Марс больше говорит о действии. И вот каким образом это осуществить, как это переложить желание на реальную плоскость. Карта, конечно, по максимуму нам говорит, что здесь что-то доброе, хорошее пытается войти в вашу жизнь. Но, видимо, предыдущие карты, они останавливают, потому что еще как вы не знаете каким образом. Но правда какая-то открывается для вас, и вы, может быть, для себя как окончательно укрепляетесь, допустим, в вашем решении быть с конкретным человеком или продолжать какие-то контакты. Может быть, это касается вашей семьи и переезда семьи, да. Может быть, это и рождение детей касается. Ну, наверное, тут самая разная палитра. Для кого-то из вас я даже не вижу тут чего-то революционного, потому что обе карты разве что по деньгам. Ну, все-таки есть смысл о чем-то подумать. Может быть, побудительный мотив, потому что в семье вот именно какая-то финансовая история напоминает брешь, и нужно это решать. И вот так я тоже могу допустить. Но что быть более благополучным, быть более счастливым, как желание ваше на последующий период, и что я могу сделать в моменте здесь и сейчас. Давайте раскроем, вот такие вопросы вы можете задавать. Давайте мы раскроем как знаки судьбы. Куда вас заведет судьба? Первый знак. Королева монет. Это та, которая умеет отстроить благополучие с нуля. Это та, которая умеет сказку сделать былью. Потому что вот в ментальности мы с вами говорили, то, что зарождается как идея в голове, королева монет умеет переложить на практику. Она надеется сама на себя.
И по этой карте очень хорошо работать самому на себя, работать удаленно, ну, где-то или продвигать личное или ремесло, творчество. Вот здесь мы можем заработать деньги, поэтому если для кого это актуально, правда, денежная тема, здесь мало того, что нужно заниматься тем, чем вам нравится, или к чему у вас склонности. Поэтому тут некоторый внутренний диалог, надо подумать, где вы можете приложить собственные усилия. И если придется много работать, а по королеве Пентакли она много работает, то эта работа не должна напоминать каторгу. Здесь буквально вас заведет судьба, если вы будете продолжать свое ремесло, развивать свое творчество, развивать свое личное дело. Может быть, у кого-то это будет партнер по браку, продолжение, да, взаимоотношений, когда, ну, прекрасная пара, такое тоже могут говорить. Или, если вы один или одна, подумать, кто рядом с вами. Может быть, и были какие-то отношения, которые минусовые. Или были те какие люди рядом с вами какой-то период времени, которые вам приносили разочарование. Значит, нужно сделать таким образом, чтобы вас окружали надежные люди. По королеве Пентакли это те, которые способны за нас и радоваться, и прийти в трудную минуту на помощь. Может быть, это вы будете уже взаимодействовать с каким-то человеком, вполне вероятно, который и близкий, кому-то вы будете продолжать помогать, а возможно, это уже как бизнес, может быть, семейное какое-то дело, и вы будете тоже в чем-то участвовать. Вообще, это карта стабильности. И если мы говорим, куда заведет судьба, и если вы сейчас решаете некоторые вопросы по части денег или становитесь перед фактом, как недопонимание и нехватки денег, тогда это тоже вас судьба таким образом, ну, где-то вынуждает пересмотреть некоторые позиции в сторону процветания, изобилия, уверенности, как в дне сегодняшнем, так и в дне завтрашнем. Значит, эти вопросы, они снова всплывают в вашей жизни неспроста. Тут нужно правильно расставить приоритеты. Что вам хотят передать высшие силы? Ну, под карте дьявола у нас всегда есть желание быстрого обогащения или так быстро получить какие-то деньги и какой-то проект словно провернуть. Все-таки материализма карта в первую очередь. И карта говорит, ты упустишь, когда какая-то игра перейдет в опасность. Легкие деньги опасны, будьте бдительны. Лотереи не помогут, наоборот, все проиграешь. Вот такой момент. Здесь наоборот, нам уже сказали – высшие силы вам хотят передать, даже не пробуя участвовать. Тебе будет помогать, как ни странно, планомерное какое-то настойчивое или изучение, или работа, или планомерное раскрытие собственных талантов. Терпение, труд, все перетрут, да, вот эта поговорка не самая такая она оптимистично звучащая, и тем не менее. Это вот как залог вашего успеха, мои дорогие. Ведь эти энергии соответствуют тоже королеве монет. Она не надеется на призрачную удачу. Она не рискует собой, да, как по карте дьявол. И для нее деньги – это свобода, а не вот эта клетка. Вот не оказаться в этой клетке, вот вам что хотят сказать высшие силы. Не быть заложником ситуации. Или не быть заложником буквально своих собственных привычек. Каких-то привычек, потому что тут всегда излишества тоже идут. Или не давать собой манипулировать, но и самому, наверное, не быть вот тем человеком, который пытается кем-то манипулировать. И если даже нужно срочно решить тот или иной денежный вопрос, потому что здесь, знаете, как на время Плутона в Водолее, какие-то обратки, если мы начинаем нечестную игру. Рано или поздно, вопрос времени, нам здесь что-то пространство Вселенной может вернуть. Поэтому будьте внимательны. По крайней мере, мы спросили, что вам хотят передать высшие силы. Тут и самому не попасть в просак, в какую-то зависимость. Или в эту клетку, пусть она даже золотая. Но и не пытаться поймать кого-то в силке. Не перехитрить, как и самого себя, так и не пытаться обмануть, ну, как Вселенную, наверное, потому что, опять же, все рано или поздно встанет на круги своя. Ты просто потеряешь время. И, может быть, потом все равно придется начинать как будто что-то заново. Или вот этот путь, да, который не самый короткий пройти, но ты себя отбрасываешь назад и теряешь время. Вот и такая подсказка тоже идет.
Какие возможности перед вами открываются? Но тут правда, посмотрите, есть желание вот быстро что-то сделать, а у вас выпадает карта мага. Поверить в собственные силы, мои дорогие рыбы и рыбки. У вас все стихии в руках, но все будет зависеть лично от вас. Здесь словно вот 15-й аркан может вас уводить, знаете, как, ну, как какая-то часть нашей души противится от ожидания или от того, что нужно делать что-то монотонно долго. А здесь как навязчивая идея, граничащая с самообманом, как желание быстрее что-то, знаете, или желание овладеть, или желание иметь. И это не что иное, как наша тень. Или какие-то наши амбиции, но все же учитывать нужно, что есть определенно, если мы говорим как деньги, это источник выживания и нашей силы. И по аркану, кстати, 15-му у нас достаточно будет физических сил преодолеть, может быть, даже какой-то долгий труд или выдерживать физическое эмоциональное напряжение. У нас получится что-то объединить, ведь эта карта дает нам эту самую возможность. Но когда мы пытаемся перехитрить либо кого-то, либо самих себя, то вот какая-то теневая сторона, она может нам словно сбить все карты, а мы это не предусмотрели и даже не предполагали. Поэтому в рулетку с судьбой явно не стоит играть, когда выпадает эта карта, да тем более в такую позицию. А рядом то, что должно быть продолжено, или возможности открывается карта мага, что может быть лучше. Это выводы, анализ. Это какая-то стальная решительность и решимость на что-то, и одновременно результаты. Да, по этой карте мы учимся практически всю жизнь, потому что знание – сила. И это еще как сила здравого смысла, осознанные возможности и переход от мыслей к действиям. Поэтому вот эти действия, они, может быть, настроиться есть смысл на на долгое продолжение или на долгую траекторию. Но это будет означать выход из какого-то, как и тупика, как и безденежья, или больше свободы, мои дорогие рыбы и рыбки, или обретение семьи и получение желаемого, может быть, для кого-то решение конкретных вопросов по части жилища, у кого-то ведь где проживать, может быть и так. По десятке кубков иногда это тоже значение проходит. Посмотрите, постоянство. Я на колоде оракула хотела достать пару карт. Что это за история? Что вам еще подскажут карты? Вот не успела сказать, но уже одна карта перевернулась. Постоянство. Сила в постоянстве. Мы бы об этом говорили. И где-то в настойчивости. Вот вы словно можете находиться, ну вот как между магом, да, и дьяволом. Куда же? Какое направление избрать? И тут бы сказал так, с одной стороны постоянство, с другой стороны какая-то лживость. Здесь ведь вас тоже могут пытаться словно поймать на какую-то удочку, обещая вам тут несметные горы или какие-то, знаете, даже, к примеру, кому-то из вас будут предлагать вложить деньги, и тебе это будет помогать. Или завтра ты получишь там какой-то головокружительный процесс, а тут заведомо обман. Да, нас могут эти такие приятные слова обрадовать, и мы надеемся, но мы находимся в плену иллюзий. Этого не произойдет. Не будьте заложником собственных иллюзий. Не время надевать собственные розовые очки. Давайте, чего это может еще касаться? Тут мы можем ожидать более счастливого случая, или мы можем ожидать, когда, ну, нам повезет, например, да, кто-то будет для кого-то. Вот этот аркан дьявола, как азартные игры. И да, проигрываем раз за разом. Вот у кого-то, правда, могут проиграться желания, как я хочу рискнуть. Так вот, риск – это, говорят, благородное дело. Да, я соглашусь. Но это тот риск, когда вы просчитали все до мелочей. И когда вы, наверное, 10 позиций, когда что-то пошло не так. Вот представьте или составьте себе 10 позиций, когда что-то пошло не так. А потом из каждой позиции прорисуйте себе выход. Как я буду выходить из этого? И если вы на эти вопросы ответите, тогда можно рискнуть. Тогда это не риск, а это расчет называется. А если вот так, как риск, да, такой вот бесшабашный, то это как шаг в никуда.
Может быть, вот эти надежды для вас создают вот оковы. Нам здесь какая-то рамка, да еще с цепями и с завязанными глазами. Вслепую. Мы куда идем? Нельзя так делать. Что нам еще подскажут карты? Вот неожиданно. Вот смотрите, есть постоянство и есть карта друг, да? Вот так вот хочется разложить. А есть лживость и пустые надежды. И вам просто нужно выбрать, чему вы отдаете предпочтение. Давайте мы достанем одну карту совет. Что нам скажут карты? Правда, тут не все люди-братья, а карта недруга. И это ведь вот в этой колоде, кстати, два недруга, один готов к действиям, буквально тут прорисовка другая. А здесь нам просто женщину показывают. И, тем не менее, прописан недруг. Это в ментальности. Это что-то задумал человек. Конкретный человек на своей волне. Он вам всей правды не рассказывает. Или, может быть, транслирует одно, а правда другая. Что еще вам хотят сказать карты? Какой совет? Ну вот, а деньги-то они вполне реальные. Но, скорее всего, это те деньги, которые заработаны. Вот эти самые деньги. Вот действительно, в центре вопрос по деньгам. Но здесь есть риск проиграть все. Или ввязаться в то, что, ну, как, знаете, дорога в никуда. И после этого пожалеть. Либо же, наоборот, каким-то образом настроиться на длительную траекторию и раскрыть свои таланты. И вот эти деньги получить совершенно в другом эквиваленте. Дорогу осилит идущий. И если достаточно мужества, настойчивости, то вы здесь можете качественно, мои дорогие рыбы и рыбки, изменить вообще свою жизнь. Ведь у вас выпадает карта мага. Но этот маг может с дьяволом проигрываться еще и так, когда это вам захочется как-то проманипулировать. Вот есть здесь какая-то сила желаний, но она вот как на грани, вот между тем, что постоянно, и то, что надежно, так и тем, что зыбко, то, что в пустой надежде, и где-то, я такое допускаю, со лживыми людьми. Будьте аккуратны до конца мая, но кто знает, иногда нам приходится даже и прозреть. А может быть, у кого-то из вас, мои дорогие, подобная ситуация уже сложилась. И вы смотрите, мне иногда так пишут, это уже проигралось в моей жизни. Может быть, вы уже с чем-то подобным столкнулись, и теперь до конца мая вы уже делаете выводы. Да, вот пятерка, кстати, Пентаклей будет обозначать, что что-то подобное в вашей жизни уже свершилось. И вы в чем-то поставили точку. И никакого риска, вы уже себе сказали. И вот эти, может быть, и есть человек, который вас поддерживает, но теперь тогда будет ваш настрой в том ключе, когда вы намерены продолжать свои намерения, цели, но используя собственную силу достижений, настойчивость, ну и быть готовым где-то к неожиданностям. Вы заново строите собственное счастье. У кого-то проиграется. Итак, здесь, наверное, немножко разные расклады, но это и не удивительно, ведь мы все абсолютно разные. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.